полный потоп везде. Просто потоп. Везде все затоплено. Воды очень много. Какой мухоморище. Громадный. Красавец. Подходим к моей избе. Мысль одна, все ли там хорошо с того момента, как я уходила. Привет, изба! Привет, изба. О, потоп. Причем конкретно потоп. Там даже которого я не ожидала. Вот так вот в избе. Я даже не ожидала, что печку так сильно зальет. Ну, потому что обычно такой воды высокой здесь нет. В этом году прям сильно воды много. Все плавает. Просто жесть. Почти до лежанки вода достает. Потоп, в избе потоп. Да. Что и стоило ожидать, учитывая, какие воды по дороге были. Вот. Еще чуть-чуть, и мои сапоги просто утонут. Это капец. Я хочу вытащить все, что тут плавает, чтобы не сгнило. Короче, эту избу, конечно, топит, но не настолько. Вот такое. Здесь первый раз, что прям так сильно топило. Потому что в этом году у нас прям сильно какое-то наводнение везде, причем и даже в городе. Много воды, у нас больше суток дожди налил просто бесперерывно. И вот мы шли, и прям все смывает, везде там размыло, все. И тайгу затопило, вот поэтому столько воды. Хочу вытащить, это у меня порог. Вытащить надо все, чтобы высохло. Главное мне сейчас не нагрести воды в сапоги. Бутылка воды. Чистой, кстати, ее можно взять, если что. Так, и что тут? А, у меня там еще совок. Совок и кочерга, они у меня там заржавели, блин, наверное. Опа. Да нет, пока не заржавели. Странно. Так, поставим, чтобы рассыхало. Так, все, вроде. Камень можно не вытаскивать. Ну вот, короче, ночевать здесь нереально нам сегодня. Пойдем мы с Танюхой дальше в другую избу. Придется идти в другую избу. Планы были большие. Сегодня здесь поделать дела, печку немножко. Но не судьба. Придется дальше идти. Все, я выхожу. Опа! Водичку куда-то надо, может, ее тут оставить. И порожек надо, чтобы просох. Поставить его. Вот так. Такие дела. Кстати, дрова у меня все на месте. Все на месте. Никто ничего не трогал. Я еще ветки вот так сложила, чтобы они подсохли. Потому что они здесь что-то вымокли все. Здесь были всего, запись всего одна. И были мои знакомые, они оставили записи. Были всего 2 дня назад. И по записи понятно, что здесь изба не была затоплена, потому что если бы она была затоплена, они бы обязательно написали. Они написали, что все хорошо, и им понравилось, как я установила печь. То есть буквально 2 дня назад здесь вообще не было этого потопа. Вот так нам с Танюхой не повезло немножко. В общем, время уже достаточно много. Где-то около 7 вечера. А нам еще идти
Ну, несколько километров, не слишком, конечно, много, но дорога же ужасная. Везде вода, все залило, грязь, затоплено все. Вот. Поэтому мы дорогу вообще снимать не будем. Вот так все затопило. Просто ужас какой-то. Идти вообще капец. Пытаемся вот так обходить все везде. Да, в тайге, конечно, красиво. Но надо спешить. Вот это медведь тут поработал. Он прям конкретно вообще разрыл все. Очуметь. Ну, что-то опять нору разрыл. Прям вон корни выдрал все, деревья с корнями. И даже вон камень огромный выдрал. Вот это он поработал. Свежий прям. Медведь. Мы встретили все же медведя. Сначала мы услышали треск. Стоял, смотрел. Стоял, смотрел. Оп, оп! Пошел! Оп! Оп! Он носится вокруг, короче, а нам как раз туда куда-то. Их два. А, это пестуны, короче. Похрюкивает так недовольно так. Просто мы орем, не слышно. О, сейчас затихли. Ёшкин кот. Короче, наконец-то для вас сняла медведя. А то мне вечно не верят. Они вот убегают очень быстро. Я просто сейчас так сработала быстро и успела достать камеру. Обычно ее просто не успеешь достать. Их два, они с разных сторон. Пестуны такие, выше нас немного. А нам тут до избы осталось не знаю сколько. Вот еще медведь разрыл. Вот они камни прям выворачивают. Камни, корни, все. Это вот эти вот пестуны работают здесь. Самое такое, я, наверное, ненормальная. У меня никакого вообще страха нет. У меня такая эйфория и радость от того, что я, медведя сняла. Я такая прыгаю, радуюсь, Танюхе, говорю, ура, я сняла медведя. Я-то медведя видела уже, а она не видела, она первый раз увидела. Ну так близко, И я успела снять. Самое такое, сейчас меньше надо болтать, а быстрее в избу заходить. Так, пришли мы в избу. На самом деле я не планировала здесь ночевать. Я второй раз уже не планировала. Но так получилось. Придется здесь переночевать. Сейчас загляну, медведь, может, его разворотил. Да нет, вроде все нормально. Медведи здесь не спали, не ночевали. Ой, все хорошо. Ну, хорошо, что все хорошо. Вот сегодня мы будем спать с Танюхой тут. Это экстренная ночевка в этой избе. И, кстати, она у меня уже вторая. А первая у меня была зимой. И я вот честно скажу, что я в этой избе ни разу не планировала ночевать. Но все так складывается, что вот второй раз приходится в ней ночевать. Чуть-чуть хотим затопить, чтобы маленько теплее стало. Как бы у нас уже осень, прохладно. О, у меня спички-то такие, Так, чтобы долго не маяться, я решила так сделать. Опа. О, все. Сейчас, надеюсь, печка разгорится. Так, это ладно, маленько пока откроем. Сейчас разгорится, потом прикроем. Все, короче, пойду бахну. Мы сейчас с Танюхой услышали какой-то звук.
Медведи-то они же тут рядом ходят, они вряд ли куда-то уйдут. А изба, она не закрывается. Тут, кстати, выдернуто. Возможно, я не знаю, кто-то выдернул. Может, даже и медведь. Пойду бахну. Оп, 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 оп! Пошел, пошел! Оп, оп, оп! Короче, дубль 3. У меня петарды старые оказались, они обе не сработали. Это печально, я на них рассчитывала. Ну, у меня еще есть сигнал охотника. Бахнем им. Огонек, огонек. Танюха тут картошки почистила. Сейчас мы ее отварим. Хотели запечь? Да, хотели запечь в костре, но сегодня не удался у нас костер. Не до костра нам немножко. Вода тут вот такая, дождевая. Может, здесь где-то есть родник, но я пока об этом не знаю. Надо у хозяев спросить об этом. Это мы для чая наберем. Воду можно брать, тут дождей сейчас много, поэтому воды тут много еще набежит. Картошечка закипела, правда, не сильно, но она в таком режиме может свариться вполне. Скоро сварится. Все кипит, все варится. Все, закипела вода на чай. Картошка уже давно кипит, она уже, наверное, может быть, даже сготовилась. Ну, думаю, картошка готова, значит. Кипяток закипел. Отлично. Буду слить. Танюхи кружка, как, У меня бадья. как мой котелок, блин. Да. У меня все по-серьезному. Оп, 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 оп. О, на улице холодно. Да, Ветер? Ну, так осень, Таня, осень. да. Хорошо, что у нас печка. Да, хорошо, что мы сегодня с печкой. Пойдем. Все нормально. О, пошла жара в дом. Еще одну дровишку подкинем. И достаточно. Просушка вещей. Как я тут зимой сушилась, и сейчас тоже так же.
Довольно тепло уже в избе стало. Не то, что зимой было. Вот такой у нас ужин. Картошечка. Килечка с овощами. Ну, тут так брутально лежит сигнал охотника, нож. Это нормально в избах. Лучок, майонез. В общем, сейчас как поедим с Танюхой. Ну и кипяточек, может быть, с чем-нибудь попьем. Картошечка с маноезиком. С лучком. Вот когда Алина ест майонез. Время уже, наверное, 9:30, если не больше. А мы только ужинаем. Тут уже в чае мухи плавают, это нормально. Очень много наверняка будет у зрителя возникать вопросов. Чья изба? Почему мы не боимся медведей? Почему мы не вычерпали воду из моей избы и не остались там? Почему это, почему то? А лучше сделайте так, сделайте это. Я, в общем, объяснять ничего вообще не буду. Такие дела. Сколько я уже поняла, сколько не объясняй, все равно вы все додумаете сами. Поэтому вот так оно как получилось, так и получилось. Ночная тайга. Паром изо рта, холодно на улице. Все, собрались мы уже спать. Уже легли спать, а потом вспомнили, что мы не сняли. Болтаем, болтаем, потом поняли, что надо снять же. В избе довольно жарко. Я вообще уже разделась почти. Я, наверное, тоже буду раздеваться. Что-то жарко, не могу. Да. Как в бане. Хотя мы топили минимум, буквально одну кладку. Ну все, всем спокойной ночи, до утра. Спокойной ночи. Опа. Да. И котик между нами. Угу. Лежим вот так вот с открытой дверью, проветриваем. Знаем, что где-то недалеко 2 медведя ходят. И просто лежим и про медведей, главное, рассказываем всякие истории. Вот кто что вспомнил. Кто как спасался, кто когда медведь на кого нападал, лежим, рассказываем. 2 ненормальные девки. И вот так дверь открыта, и рядом медведи ходят. Ну что про нас можно подумать? Просто таежницы такие. Доброе утро. Доброе утро, земля. Спалось отлично, как всегда в избах спится. Медведи нам не докучали, немножко мышки. Ну, я вообще спала, как убитая. Это Таня говорит, что мышек слышала. Птицы утром тут по крыше стучали, прыгали, крыльями хлопали. А так все хорошо, тепло, уютно. Вообще спалось так хорошо, что сейчас уже где-то 10 утра, а мы вылазить до сих пор не хотим. Ну, надо вставать, начинать новый день. Сегодня у нас небольшой переход. Мы еще пока точно, вернее, я еще точно не решила, куда мы пойдем. У нас-то главная Алина, она будет. Да, кстати, я забыла вчера сказать, что основной целью было пойти в этот поход. Это мою избу маленько подшаманить. Там хотела я печку
доработать. Несли мы много материала всякого, а в итоге вот не получилось из-за того, что изба затоплена. Такие дела. Ну, и нам пришлось тут гулять по другим избам. Ну и, в общем, мы уже тогда в походе погуляем. Все равно же дни у нас рассчитаны. Поэтому уже походим тут по разным локациям. Тайгу Тане покажу, медведей уже показала. А Таня довольна? Да. Все, встаем. Еще вот тебе. Оп. Вообще. А ты наклонись, она упадет. Холодненькая. Ага. И утро прохладненькое. Да. Холодно. Водичка такая. Ой, как хорошо. Еще руки немножко. Хорошо. Живет на свете Винни-Пух. От того поет он эти песни вслух. Там-тарам-тарам-тарам-тарам-там-там. Ну что, не горит. Воздухом спичку сдувает. Офигеть. О, давай. О, сейчас маленько разгорится. Это какие-то бракованные газы, по другой покупать. Все. Пошло. Кушать-то хочется. Да, кушать хочется. Ну, печку же опять топить. Да. Овсянка, сыр. Угу. Немножечко тут с Таней прибрались, так развесили все, чтобы ничего не сыревало, не мокло. Столы протерли. Танюха полку протерла. Вот эти вот выдвинули немножко, потому что там бежит от стенки. И они намокают. Вчера мы вот эту перевернули специально, чтобы она просохла от печки. Вот, и мы отодвинули от стены, чтобы они там не мокли, не отсыревали. В общем, немножечко так порядок навели. После нас, как всегда, все чисто. Я всегда оставляю везде порядок. Все вот так вот развешено, чтобы ничего не сырело, не мокрело. Все поставлено. Где-то подушка вот тут лежит, чтобы подсыхала. Выдвинуты вот эти вот штуки. В общем, все нормально, подметено, все чисто. Банку свою забрали, которую обжигали. Все хорошо. На столе чисто.
Кстати, дверь открыта. А, да, точно, была. Была открыта. Даже не это. Вчера мы же к медведю очень близко подошли. И самое такое, что ветер был на нас, он нас не чувствовал, чем-то был сильно занят. И мы подошли прям очень близко, что он рванул чуть ли не из-под ног у нас. И только потом я быстро среагировала, включила камеру, успела включить. И он чуть-чуть отбежал, и я еще мелькнула мысль, что я опять не успею его снять из-за того, что медведь, если убегает, он обычно бежит дальше. А тут пестун любопытный, и он отбежал и остановился посмотреть на нас, повернулся. Короче, медведи были очень близко, прям очень близко мы к ним подошли. И отбежал даже он не на такое длинное расстояние. В общем, так близко медведей я сняла в первый раз, мне удалось это. Вот если бы он не остановился посмотреть на нас, то я бы опять не смогла этот момент снять. Потому что обычно так и случается. Медведь убегает, и я не успеваю снять. Только вижу жопу, пятки и все. А в этот раз вчера именно на кадр нам повезло. Вот свежие эти копания медвежьи. 2 пестуна. Ну, где-то рядом тут работают. Прям работают. Вчера они тоже были чем-то увлечены, что нас так не заметили. И прям близко подпустили довольно. А потом, когда они убегали, они так недовольно фыркали и шипели, и фыркали, и шипели, и так и убегали, главное. Бегут и фырк-фырк, шип, шпыш-пыш на нас, что мы их с их места выгнали. Но адекватные, хорошие медведи, прям реально хорошие, очень адекватные. Вот прям они для пестунов прям очень классные медведи. Прям себя правильно ведут, в отличие от нас, людей. Очередное медвежье, вернее, медведь раздавил барсучью, бурундучью, наверное, нору. Всякие вкусняшки у него выел оттуда. Ну, получается, медведи не сильно далеко от избы. Ну, избу уже не видно, конечно. Но вот рядом где-то ходят. И, в принципе, адекватные, не заходят вообще на избу, ничего там не трогают, все там хорошо. Хорошие медведи. Опа. Глубоко. Ай, ё-моё. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я сейчас утону. О. Следы. Мишани, кстати, не слишком крупные, но это уже другие следы, потому что маленькие следики. Довольно маленькие, тоже пестун. Потому что мы уже идем далеко от избы, это уже другие следы, других медведей. А вот совсем маленький следик, это уже немножечко напрягает, что маленький. Ну, я каких только следов не видала. Вот побольше след, прям такой, с пяточкой. А это прям маленький. Ага. Стало хоть видно следы, а то их все размыло водой. И ничего не видно, нигде было следов. О, вот. Вот это вот огромный след. И рядом маленький. Да, видать, с медвежатами мамка была. О, здесь хорошо видно. Вот это вот огромный прям след. Прям видно, какой он большой. Ну, наконец-то следы медведей хоть видно стало. Танюха все хотела увидеть следы медведя. И я ей обещала, что тут медвежьи края. Медведей очень много здесь. И что тут следов очень много медвежьих. А мы вчера шли,
И до этого более суток дожди лили, все это смыло, размыло все следы, и следов не было видно. И мы шли немножко даже расстроенные, что следов нет. Что Танюха хотела увидеть, поснимать. А сейчас вот, пожалуйста, уже стали появляться, уже где-то видно. Хотя воды еще очень много. Вот. И не только следы, еще и медведя я вчера показала. Во. И даже 2 медведя. А мы как думали, так и бегаем. Поднимаешь? Ты ж первый проснулась. Не, ну это у меня, у тебя... Ты везде первый проснулась, и по правде тоже. Спели, станцевали, все с утра. Вообще, шоу устроили. Да.